Та-та-та-та-та-та. Наливай шампанское! Всем привет! В преддверии новогодних праздников мы добрались до самого дорогого отеля Хургады Риксос Премиум Магавиш. Чем он отличается от обычных пятерок Египта? Стоит ли своих денег? Покажем, что наливают в барах, ведь это единственный отель Хургады по системе «Ультра» все включено. Померим температуру в каждом бассейне и, конечно, в Красном море зимой. Оценим отельный пляж, поищем коралловый риф. Узнаем, сколько видов мяса подают на ужин и есть ли креветки с красной рыбой. Можно ли здесь отдыхать с детьми и не скучно ли для молодежного отдыха? А цены на все популярные экскурсии из Египта, Эмиратов, Турции и Шри-Ланки смотрите на нашем сайте Travel24 онлайн. Отель Риксос Премиум Магавиш расположен в 7 километрах от аэропорта Хургады, и дорога займет буквально 15-20 минут на туристическом трансфере. Наверное, самый долгожданный отель, в который мы едем. Так долго мы в него ехали. Сколько мы проезжали мимо этого отеля, можно сказать, мы наблюдали перед его открытием, как здесь все доделывали, доремонтировали, как здесь высаживали пальмы у дороги, как высаживали пальмы на въезде, делали пальмовую аллею. Они еще тогда не распустившиеся были, такие цирбалки, да. Я говорила, не поеду, пока пальмы не распустятся. Вот пальмы распустились, и мы наконец-таки едем на обзор. Буква XX, смотри, да, Риксос. Это буква. Риксос, она еще светится вечерком. Подъезжаем к ресепшену, здесь у нас фонтанчики. Я надеюсь, я не знаю, я, наверное, знаю, что все должно быть дорого, богато. Магавиш Вилледж называется. Раньше был отель Магавиш. Видишь, здесь нам даже показывают, куда заезжать. Ну что ж сказать, здесь прям чувствуется совершенно другой уровень. Наверное, в таком отеле в Хургаде мы еще не были. Я здесь, правда, пробыла только 3 минуты. За эти 3 минуты уже 5 раз ко мне подошли, спросили, как у вас дела, принесли полотенечко, я протерла ручки, пришли за паспортами сами. Не нужно подходить на стойку, вас сами все регистрируют. Принесли свежевыжатый сок. И теперь мы наслаждаемся, ждем регистрации. Наверное, так и должно быть, да? Ресепшн выделяется новым дизайном, очень хорошая мебель, плюс здесь новогодняя обстановка, сверкающие елки, украшения, поэтому здесь просто огонь. Очень удобные диванчики, большое количество подушек, прям навалили, лежишь, утопаешь в этом всем роскоши и блеске. И, между прочим, они для меня принесли манго-джус, манговый сок, именно то, что я люблю. И это настоящий, прям натуральный, свежевыжатый сок. Не какой-то там из пакета. Я чувствую, что это манго, как будто бы ее только что нарезали. Так, и сейчас еще не забываем участвовать в конкурсе. Напишите в комментариях, сколько мы заплатили за ночь в этом отеле, в этом дорогущем, крутом отеле. И победитель получит от нас в подарок экскурсию, либо мы переведем на карту $40. Пишите в комментариях. Кстати, не забывайте, что у нас есть страница, на которой все победители есть, и некоторые еще не отозвались. Поэтому зайдите и посмотрите. Может быть, вы выиграли и еще не знаете об этом. И не забывайте, конечно, ставить лайки. Вы только посмотрите, какая красота! Браслеты Риксос Премиум Магавиш. Нам их просто дали в руки и говорят, это можно использовать как сувенир и даже не надевать на себя, да. Можно просто носить сумки, там, если спросят, покажет. Ну, вообще они даже и не нужны, но они такие красивые, такие необычные. Макс сказал, что они похожи на местный картуш. Обычно здесь есть браслеты, вот здесь вот с картушем. Ой, ну прям очень классно. Ну, правда, нас не заселили, мы немножко еще погуляем. Заселение в 2 часа, номер не готов. Пойдем, изучим.
Не прошло и часа, как нам написали в WhatsApp, что номер уже готов. Но мы пришли к 2 часам, сели на машинку и вместе с сопровождающей русскоговорящей сотрудницей поехали заселяться. Да, всегда провожают гостей до номера и показывают территорию, рассказывая о всех возможных опциях отдыха. Это очень удобно. Откройте для себя Египет. Посетите древние храмы Луксора с лучшими гидами. Забронируйте сейчас в удобном мессенджере, а оплатите уже на экскурсии. Всю подробную информацию смотрите на сайте Travel24 Online. Ну а мы приступаем к обзору номера. Я даже нацепил вот этот вот браслетик Rixos. Это тот случай, когда можно не одевать. Ну вы что, как же? Я же в Rixos, я должен ходить с этим браслетом и ходить всем показывать. Посмотрите, видите, я в Rixos. Это не хухры-мухры. Вы только посмотрите на этот номер. Это не просто номер, это огромная такая комната. И, между прочим, телевизор, он стоит. И он поворачивается, о чудо. Так, он почему не поворачивается до конца? О, повернулся, то есть так развернул у тебя на кроватку, может быть, вид, в другую сторону посмотрел, и здесь уже на диванчике можно смотреть телевизор. Комната действительно очень большая, мебель классная, диванчик такой мягенький. Здесь у нас столик, уже приготовили фруктики, сладости турецкие, вот там орешки, здесь египетские сладости, такие вот красивые всякие подставочка под пультик, да, и в целом мебель мне очень нравится, сама обстановка очень такая дорого-богата, как говорится, так что, ну, первое впечатление очень крутое. Вообще получается, что номер делится на 3 зоны. Это вот такая вот входная зона, можно сказать, коридор. Здесь мы имеем шкаф. В шкафу находится сейф. Кстати, очень видно, что все новое, что отелю там, наверное, 2 года еще не исполнилось. Вешалок огромное количество, дополнительные подушки. Все прям отлично выглядит. Здесь у нас еще одно зеркало, чайный уголок, водичка, стаканы, чашки, немного сахара. Вот чипсы, никаких нет здесь менюшек, соответственно, все включено. Внизу здесь мини-бар. Тоже холодильник выглядит ново. Он, наверное, и есть новенький. Опять же, включены, вот здесь у нас есть 2 кейсика, 2 сока, вода, газировки и вот 2 бутылочки воды, Швепс. Там есть еще 2 баночки пива Хайнекен. Это все каждый день пополняется, нам сказали при заселении. Дальше видим мои самые любимые. Это тапочки. Тапочки Rixos, прям с эмблемой. И халаты. Я буду плясать в халате. Скоро ждите в сторис новый рил с Валей в халате Rixos. Так, здесь у нас зона рабочая даже есть. Стул такой массивный, удобный. Лампа красивая. Снова зеркало, очень много зеркал. И вот, кстати, чай. Чайный набор огромен. И ромашка, и фруктовый. Это у нас зеленый, наверное. Кофе, кремер. Может, что-то и здесь есть. Здесь уже для ваших денег. И огромное зеркало. Все, как я люблю. Зеркал много, угодили, то угодили. Также зона с кроватью. Очень красиво выглядит. Много-много подушек. Они, интересно, разной мягкости, обычно разной мягкости. Все вот оформлено. Есть точечные светильники, видим, для чтения. Еще один светильник. Здесь можно пописать, позвонить, по водичке на каждой тумбочке. Ну, все учли. Кажется, сразу видно, что не так давно и современно все это сделано. Ну уж очень тут уютная вот эта зона с диванчиком. Действительно, сидишь, наслаждаешься. Что касается интернета, я уже проверил.
Вот только посмотрите скорость по спид-тесту. 132 мегабита в секунду это на скачку и 113 на загрузку. Я вообще не то, что в отелях не видел такого интернета. Я в принципе не знаю, в домашнего интернета у нас никогда такого не было с такой скоростью. И учитывая, что этот весь интернет, он лупит, не знаю, наверное, на 2 километра от отеля. Мы как-то на яхте плыли, и мы словили, наверное, за километр от берега словили сеть Риксоса. То есть интернет здесь просто дикий, дичайший. Ну, естественно, на этом интернете открывается наше приложение Travel24, в котором вы можете зайти и забронировать любую экскурсию. Тем более здесь в отелях экскурсии в Риксосе будут прям дорогущие. Так что в нашем приложении будет намного дешевле. Однозначно рекомендую здесь бронировать. Так, еще посмотрим ванную комнату. У нас осталось ее посмотреть. Ох, ну она, конечно, огромная. Большая ванная комната, здесь 2 раковины, огромное большое количество каких-то баночек с шампунем, с мылом, здесь вот даже бритва имеется, расческа, вот здесь палочки какие-то, полотенчики лежат красиво такие, всякие своеобразные, водичка стоит, вообще здесь вода, наверное, возле каждого угла стоит вода, чтобы если я вот где-то зашел, в любом углу захотел попить, попил. И имеются также, кстати, удивительное явление, я даже сразу не обратил внимания, корзинка для белья в отеле, корзина для белья, очуметь. Так, для унитаза отдельная такая стеклянная комнатка, отделенная, свой кабинет с телефоном, можно закрыться, так сказать, уединиться, все отлично. И для душа имеется тоже отдельная комната. О, посмотрите, какая плитка. Здесь такая мозаика. Мне очень нравится, когда делают плитку в виде мозаики. Здесь тоже заходим. Баночки имеются. Вот, посмотрите, как прикольно. Чтобы мыться, натирать себе плечики. Также есть еще и мочалочка. Так, ну и, конечно, натертая вся вот эта сантехника. Очень такого видно, хорошего качества. Вся блестит. Отлично. Такая вот прям вот натертая. Красота. Ой, какой душ сверху. Прямо в потолке встроен. Ой, ну вообще супер. О, даже сразу не заметил. Здесь имеются также и весы. Бентли весы. Хо-хо-хо. Так, они хоть работают? Я думаю, что они не должны работать в таком отеле. Нет, включаются. Все нормально. Но, как вы думаете, сколько я вешу? 73,9. 73,9. Ну, здесь, учитывая, что такое питание хорошее, то я думаю, что за отдых за 7 дней можно потолстеть килограмм так на 7. Мы тебя взвесим в конце. Реально, я уже представляю ваши комментарии. Ой, вы так нахваливаете, это точно реклама, вам заплатили, вас бесплатно заселили. Нет, ничего такого нет, просто когда реально все новое и красивое, то сам радуешься, да, настроение хорошее. Но вот найдем, что-нибудь найдем, мы же для этого сюда приехали. Так, смотрим. Вот царапины есть на столе. Кто-то из отдыхающих уже здесь вот поцарапал немножечко, да. Дальше. Ковры, кстати, очень уютные ковры, но все равно, я думаю, они были немного другого цвета. Они были не такие серые, уже за 2 года они износились. Также вот прям на этих столах тоже такой, наверное, материал, что царапины очень сильно видны. Ну, понятно, что на отдых это не влияет, но я уже стараюсь найти хоть какие-то минусы, да. Шторы, тоже обращаем внимание, не поглажены. Ну, вы понимаете, когда особо нет минуса, шторы не поглажены. Кстати, нет еще утюга и гладильной доски. Вот это уже реальный минус, потому что Хилтоны всегда оставляют в номерах утюг и гладильную доску. Так что за это мы снизим балл. Кстати, вот, наверное, если на стекло смотреть, тоже далеко от идеала. Вот я, смотрите, быстренько нашла минусы. Стекло можно помыть более тщательно. Ну и выходим на балкончик. Кстати, балкон довольно-таки большого размера. То есть, если обычно он, наверное, в половину меньше, то есть стулья стоят, столики, все. Хотя оборудование видим 2 стула и стол. Ну, простенькие. То есть даже по сравнению с номером очень такие простенькие, экономичного варианта.
но плюс в том, что здесь вот стеклянная вот эта зона, видно все хорошо, мы на солнечной стороне, сейчас такое солнце, у меня глаза прям светят. Вид у нас сегодня на бассейн, хотя мы бронировали номер с видом в сад, получается, это самый был дешевый вариант, ну, наверное, это и есть с видом в сад, потому что с другой стороны уже море, но, в принципе, меня устраивает вид, все классно, балкончик хороший. Так, еще нашла минусы, вот эти перила, тоже их можно помыть немножко. Пыль собирается, но для этого, наверное, надо каждый день их мыть, потому что все-таки у нас здесь пустыня. В целом, балкон и вид, ну, мне нравится. Ну что ж, давайте подведем итог по номеру. Общий балл вышел 9,4 балла за номер. Почему же не 10? Все-таки хороший номер. Действительно, он довольно-таки большой, просторный, новый относительно, хорошая мебель. Но все-таки, даже замечу, я снимала в сторис выход на балкон. Ничего не говорила про то, что вот стекла на балкон не идеально чистые. Но мне пару человек написало, а что это за такой супер отель, у которого такие стекла нечистые? Да, могли бы хотя бы стеклышки протереть. И плюс еще, когда мы пошли в душ, уже, скажем так, непосредственное использование душевой кабины, оказалось, что слив работает не так, как нужно. Вода собирается и начинает вытекать прямо в ванную комнату. Мы там прям затопили, сделали небольшой потоп, пока разобрались, в чем дело. То есть, ну вот такие вот нюансы. Хотя, казалось бы, для такого вот люксового отеля вот этих нюансов быть не должно. Ну, плюс не было сушилки, получается, нет гладильной доски, утюга, наверное, по запросу это выдают, но, в принципе, в хороших отелях обычно это есть в каждом номере, но в целом это просто бомба, пушка, ракета, да, надо говорить, что такого высокого балла, наверное, у нас даже ни разу не было, когда мы вот оценивали номера. Действительно, и мини-бар заполненный, и ванна, и все, что нужно есть, тапочки, халаты, огромный номер, диван, телевизор вращается, кровать удобная, куча подушек, ну, прям вау. Да, здесь это был как раз тот случай, когда мы не искали плюсы, а искали минусы. Вот что бы это такое все-таки найти, потому что, ну, в целом, да, номер очень крутой. Бронировать экскурсии на нашем сайте лучше по прилету в Египет за 1-3 дня до экскурсии. Что взять с собой, точное время выезда и другие рекомендации мы отправляем в мессенджер при бронировании. И главное, никакой предоплаты. Оплата в трансфере, который забирает прямо из отеля. Ждем вас в Египте. Ну а мы приступаем к обзору территории. Сегодня у нас день такой немножко облачный, может быть, не хватает света, но я думаю, что это не испортит нам настроение. Сразу на въезде нас встречает такой фонтанчик, всех гостей приветствует. И отель называется Rixos Premium Магавиш. И Магавиш здесь слово не случайно. Дело в том, что раньше на этом месте находился самый старый отель Хургады Магавиш. И у него было, наверное, лучшее расположение, так как это был первый отель, соответственно. И если по вот этой аллее выйти, то вы дойдете до главной дороги, где-то примерно километр нужно идти. В одну сторону, где-то в 7 километрах, находится Сен-Замол. В другую сторону, если поехать, примерно на таком же расстоянии, находится сама Хургада. То есть в целом расположение очень неплохое. Между прочим, даже если выйти прямо из отеля и через дорогу, будет большой гранд-аквариум. Можете сходить с детьми там в аквариум рыбок посмотреть. Но в целом, как мне кажется, расположение отеля очень даже классное. Кстати, отсюда видна целая пальмовая аллея в одну и во вторую сторону относительно ресепшн. Здесь же недалеко торговая зона с несколькими магазинчиками, а возле здания ресепшн находится очень комфортная терраса с удобной мягкой мебелью, где можно посидеть и заказать напиток из бара.
Следующая огромная зона отеля называется Пьяцца. Она представляет собой вот такую большую площадь, где проходят различные мероприятия. Сейчас, например, в преддверии Нового года здесь проходит базар по вечерам, Christmas базар называется. Ну а название Пьяцца и ресторанчик, вернее, это не ресторанчик, а бар с таким же названием, где можно посидеть, покайфовать, взять напиточек. Также мне нравятся здесь вот эти кресла удобненькие. Ой, я такие вообще люблю. Ух! Ой, они такие вместительные. Ой, ну все, кайфули-кайфушки называется. Ух! Сразу хотелось бы отметить, что площадь территории отеля 255 тысяч квадратных метров. Это просто огромнейший отель, и поэтому передвигаться здесь бывает достаточно сложно. Корпуса могут быть далеко. Здесь даже курсируют вот эти вот электрокары, машинки, на которых можно совершенно бесплатно, просто там, видишь, она проезжает, помахал, к себе подъехали и подвезли тебя к выезду, к ресторану, к пляжу, к вашему номеру, куда угодно. Это, конечно же, очень удобно. Ну, а мы посмотрим, что же они разместили на такой большой территории, какая же тут инфраструктура. Но мы наконец-то добрались до бассейна. Как видим, погодка нас сегодня не радует. Еще вчера, буквально вчера мы сюда приходили, весь этот бассейн был полностью заполнен людьми. Здесь все отдыхали, потому что светило солнышко. Но зимой, вот сегодня в частности 22 декабря, зимой погода может быть разная. То есть может быть такой вот денек выдаться, когда, в общем-то, облачно и, ну, кажется, что прохладно. Хотя наша уточка Моня на улице показывает 24 градуса. То есть, в принципе, я вот стою в майке и, ну, если ветер не дует, то, в общем-то, нормально. В этом бассейне, кстати, плавают люди. Наверное, его подогревают, потому что я, в принципе, встаю и мне достаточно тепло ногам. Да? Давайте померяем, что нам покажет наша уточка Моня. Здесь, кстати, сделано что-то вроде таких джакузи, только почему-то эти джакузи не булькают. В воде уточка Моня показала 28 градусов тепла. Ну, бассейн, в принципе, теплый, в нем сидеть хорошо, но я думаю, что вот когда выходишь, то вот этот перепад температуры, еще этот холодный ветер, ну, создает определенный дискомфорт. Этот центральный подогреваемый бассейн довольно большой, если смотреть со стороны. Но по большей части он совсем не глубокий, а в зоне джакузи вообще буквально по косточку воды. Так что подогреть такой бассейн не так уж и сложно. Отдельно хочется отметить оборудование у бассейна. Здесь есть 3 вида, можно сказать, оборудования. Вот это беседки, вот такие. Первый вид, здесь стоит по 2 шезлонга, которые можно сдвигать, раздвигать, получить большую кровать, например, как здесь. Они довольно-таки далеко друг от друга. Получается очень такой вот обособленный, уединенный отдых. Прям 2 уровня видим таких вот шезлонгов. Дальше спускаемся пониже. Кстати, сопровождается все это такой красивой зеленью. Все это задекорировано, очень красиво смотрится. Дальше обычные, самые стандартные шезлонги, как, наверное, в любом отеле. Но здесь они в своем стиле, такие серенькие. Зонт возле каждой пары, 3 шезлонгов. Ну и еще один вид шезлонгов – это вот такие вот круглые, мягкие кровати, матрасы. Кстати, вчера было солнечно, все было занято. Вот эти вот круглые, они самые популярные, они всегда занимаются. Здесь очень удобно, комфортно лежать. Сегодня, кстати, тоже, что занято, самое интересное, так это как раз-таки вот эти круглые матрасики. Все остальное свободно. Ну, я бы, конечно, тоже выбрала именно это оборудование. И еще хочется отметить то, что кар для полотенец в отеле нет. То есть нету даже кабинки, куда нужно подходить. Вы приходите, к вам подходит специальный сотрудник, который спрашивает вам, сколько полотенец, приносит, все вам расстилает. Красота! У бассейна, кстати, всегда играет музыка, причем очень часто там даже играет диджей, не просто ставят песни. Здесь же, на этом бассейне, проходят всякие анимационные активности, ну и, конечно же, рядом есть бар.
Ну а рядом с основным бассейном возле моря есть такой, расположился небольшой комплекс вилл. Виллы выглядят очень стильно, и, как мне кажется, самое большое их преимущество в том, что бассейны выходят непосредственно прямо вот к вашему вилле. То есть вы вышли из номера и окунулись. Я, конечно, не знаю, насколько это зимой актуально, потому что, ну, как бы прохладно, да, действительно. Хотя я видел людей, которые плавали, но все-таки мне интересно, насколько будет там теплая вода. Давайте померяем, опустим туда нашу уточку Моню, запустим. Вы знаете, вода теплая. Я чувствую это руками. Даже без уточки Мони я ощущаю, что вода подогревается. Здесь намного теплее, чем на улице. Хотя насколько намного, пока непонятно. Пока уточка Моня показывает 24 градуса, нет, 26. Все-таки я думаю, что даже будет выше температура 27, еще повышается. Я думаю, что около 28 градусов примерно должна быть вода. Но, по крайней мере, сейчас уточка Моня показала 27. В принципе, это хорошо. То есть плавать можно непосредственно из виллы. Но также интересно, будет ли вот этот бассейн подогреваться. Это уже он относится тоже к этой зоне глубиной 120 сантиметров. Он тоже, кстати, теплый. Рукой я уже это чувствую. Даже 29 градусов тепла. Еще теплее, чем основные бассейны. Ну и последняя, наверное, фишечка. Это, конечно, вот эти работающие джакузи. То есть вы вышли из своей виллы и сплавали во своем личном бассейне. И потом еще можно погрузиться в джакузи. Но здесь вода тоже теплая, я сразу это ощущаю. Уточка Моня показала 29 градусов тепла. Но это реально очень круто, то что такое большое количество бассейнов, и они все подогреваются. Круто. Понятно, что вариант размещения в вилле с бассейном, да еще практически на берегу моря, будет стоить гораздо дороже, чем обычный номер, в который заселили нас. И, конечно, насколько красиво эти бассейны смотрятся в сочетании с пальмами, цветами и кустами. И надо сказать, что это еще картинка в пасмурную погоду, а когда светит солнце, то здесь вообще просто огонь. Следующая зона с корпусами также находится в непосредственной близости к морю, только немножко в сторону от тех вилл, которые мы сразу смотрели, двухэтажных. Она представляет собой вот такой тихий дворик с большим довольно-таки бассейном, а вокруг него находятся мини-виллы, такие вот одноэтажные, каждая из которых имеет выход в этот бассейн. И да, на первый взгляд, казалось бы, наверное, все-таки холодная вода там, да? И раньше так и было, видимо, когда заполненности не было у отеля. Но сейчас нет, потому что я тоже удивлялась, как может быть холодная? Все говорили, холодная вода в этих бассейнах. Ну, за что тогда переплачивать? Потому что вот эти номера в таких мини-виллах стоят, ну, там, на долларов 200, наверное, за сутки дороже. Так вот, я трогаю рукой и понимаю, что она такая же теплая вода, как и в тех бассейнах, то есть где-то 28-29 градусов, и это огромный минус, хотела сказать, огромный плюс, потому что, ну, тогда ты понимаешь хотя бы за что ты платишь, да, за то, чтобы выходить из своего номера и плавать. Так что зимой здесь тоже можно вкусить кайф по полной. Моня пошла в заплыв, но вы только посмотрите, 30 градусов тепла вот в этих бассейнах. Хотя никого нету, полная пустота. Зоны с такими мини-виллами и бассейнами более тихие, спокойные, уединенные. И да, здесь все очень красиво, много кустов, цветов, пальм. Единственное, на что я обратила внимание, это на вот эти дорожки, которые просто залиты цементом, они выбиваются из общей картинки. Хотелось бы, чтобы везде лежала красивая плиточка. И
И очередной комплекс вилл. Здесь где-то около 7 вилл. Они сгруппированы в одной такой небольшой комплекс. И рядом с этим комплексом есть бассейн у каждого. И самое интересное, что вот в данный момент, вот нам сказали, что отель заполнен на 60%, но, честно говоря, я не знаю, насколько он здесь заполнен, на какие 60%, потому что я ни одного человека возле вот этих вилл не видел. То есть, наверное, в данный момент, если сюда заселиться, то для любителей уединения вы испытаете настоящий кайф. И, между прочим, людей нету, но все бассейны подогреваются. Я прям удивлен. Давайте заценим, сколько же здесь уточка Моня намерит. Но в любом случае подогрев есть, уже 27 градусов. Я думаю, возможно, даже еще будет и больше. И вот мне просто интересно, они ведь, получается, греют каждый бассейн, а людей нет. Это же, наверное, невыгодно. Или в чем вообще смысл? Ну, раньше, наверное, такого не было, но сейчас все бассейны подогреваются. Это просто невероятно. Кстати, одна из жалоб отдыхающих, которые здесь были раньше, что в отеле мало подогреваемых бассейнов. Но сейчас отель исправил эту ситуацию, и на самом деле найти отель с таким количеством подогреваемых бассейнов в Египте нереально. Ну и, наконец, еще одна уже последняя зона в отеле. Зона вот с такими 3- и 4-этажными корпусами. Здесь находятся самые дешевые номера, собственно, и наш номер вот в этом корпусе. Соответственно, и здесь самое большое отдыхающих живет, но не проводит время, потому что эта зона, она самая простая, наверное, самая бедная, если рассматривать, ну, как Риксос, да, потому что здесь самое простое оборудование, обычные шезлонги, зонтики, такой вот скромненький бар, хотя я уверена, что там есть все нужные напитки, как и в других барах, но интереснее отдыхать там, поэтому все идут туда, хотя видим, что здесь плавают, соответственно, скорее всего, что и этот большой бассейн тоже подогревается, что, конечно, огромный плюс. Но вот здесь в зимней погоде есть одна интересная особенность, то что людей практически, которые сидят вот здесь, возле бассейна, их практически нет, так как на улице уточка Моня показала 23 градуса, она у нас сегодня работает прям на полную катушку, но в воде получается теплее, и люди сидят и отдыхают в воде. Никто не хочет выходить, потому что на улице прохладней. Внутри 28 градусов, ты сидишь в воде, отдыхаешь, и вылазить даже вообще не хочется. 30, говорят. Самое главное подождать подольше. Вот мы уже ждем около 30 секунд, 29, но должно быть 30. В общем, будем сидеть, ждать, пока до 30 не поднимется. В этом бассейне все-таки до 29 градусов она разогрелась, до 30 не разогрелась, но в предыдущем было 30 градусов. В этой зоне центральный большой бассейн греется, а по бокам есть еще 2 небольших. Вот они как раз без подогрева. Возможно, при полном заполнении отеля эта зона более интересная и активная, но на данный момент здесь не хотелось особо задерживаться. Кстати, рядом с 3- и 4-этажными корпусами находится огромная детская зона, или, как ее здесь называют, Rixi Kids Club. Что ж, а сейчас будет, внимание, ответ на один из волнующих вас вопросов. Можно ли сюда с детьми? Конечно, можно. Посмотрите, какой здесь детский клуб. Это просто огромная зона в городских отелях. Это вся территория отеля бывает, если что, огороженная, наверное, чтобы никто из детей не смог убежать отсюда. И различные мероприятия, конечно, здесь для детей проводят. Вот, например, сейчас все здесь сидят, что-то рисуют, что-то вырезают, что-то мастерят. В общем, ну, кроме этих мастер-классов, куча развлечений. Здесь вам и качели, и карусели. Там, что я вижу, там для самых маленьких такой бассейн есть с шариками. Пойдемте посмотрим. Также огромное количество детских площадок. Все это, обращаем внимание, есть такая вот крыша от солнца. Сегодня просто такая погода, что как раз время погулять здесь. Так, пойдемте, все рассмотрим. Так, теперь нам срочно нужен маленький ребенок, чтобы снять эффектное видео. Нет ребенка. В общем, ой, мне самой захотелось прям сюда запрыгнуть в эти шары. Ну, вообще это напоминает кидс-зону в различных торговых центрах, да. Так, пойдемте на площадку.
Также здесь две огромные площадки, как видим, на песке находятся. Прям, даже сказать, наверное, два огромных города. Вот здесь можно и полазить, и с горочек поспускаться, и побегать по различным лабиринтам. Вот здесь, наверное, для более маленьких, получается, детишек, потому что здесь уже лабиринты поменьше, горочки поменьше. Но, конечно, я думаю, что дети ваши будут в восторге. Наверное, для более холодной погоды, либо вечернего времени есть еще и такие вот закрытые зоны внутри, чтобы было тепло. Тоже оборудование напоминает, наверное, детский сад такой вот хороший, с яркой детской мебелью. Здесь даже какая-то sleeping room, где можно положить малышку спать. Ты только посмотри, что можно здесь оставить. Я думаю, услуги няни, наверное, конечно, платные, но они есть. Вау, а это вы только посмотрите. Я думаю, особенно мальчики, именно здесь они и сидят. Гейм-комната, где можно порубиться в приставку. Да, я в этом ничего не разбираюсь, но я думаю, что ваши дети заценят это. Также в этом здании, где тренажерный зал, расположена спа-зона, где бесплатно можно посещать джакузи и парную. Но мы добрались до тренажерного зала. Я смотрю, сильно желающих здесь нет. Все, видно, приезжают либо поесть, либо в бар. А в этом тренажерном зале огромное количество тренажеров, но людей, к сожалению, нету. Смотрим, что же здесь есть. Здесь есть велотренажер. Очень он так стильно, круто выглядит. Дальше, это, походу, гребная для гребли, вот этот тренажер. Здесь у нас начинаются эллиптические тренажеры. Вот это, не знаю, это типа вело тоже тренажеры. Здесь эллиптические. Там велодорожки 4 штуки. Но самое интересное, это вот этот тренажер, который я никогда раньше не видел. Это тренажер, что-то вроде такой лесенки. То есть ты идешь, постоянно идешь вверх, вместо того, чтобы ходить по лесенке, идешь на тренажерчике с видом вот на красивые пальмы. По-моему, очень даже оригинально. Что ж, а теперь самое главное, так как мы не нашли людей в тренажерном зале, мы пошли в бар. Оценим напитки на ультра, все включено, ведь Риксос премиум Магавиш – это единственный отель в Хургаде, который работает по такой системе. Это означает, что здесь не только местный алкоголь, но и импортный. Я бы сказала, в основном импортный. Я, например, заказала пиноколаду сейчас. И обычно в отелях это такая пиноколада, которую пить просто невозможно. А вот здесь прям настоящая, вкусная. Все коктейли, в общем, вкусненькие, потому что они на основе импортного. Также нам, видите, принесли вместе с напитками орешки 3 видов. Здесь что? Чипсы. Чипсы. Сейчас пойдем проверим, что же есть на баре. Итак, лобби-бар, он самый красивый, самый большой, наверное, самый заполненный. Я уже проверила, что здесь наливают шампанское на завтрак, на обед, на ужин. Все пьют шампанское, есть оно белое, розовое. Также есть мартини, нескольких видов, даже вижу 3 видов мартини. Есть малибу, я уже проверила. Из крепких вижу Бакарди, Балантайс, Джеймсон. Все это импортное, дьюти-фришное. Поэтому поздравляю, если вы счастливчик, едете в Риксос, то вам не нужно закупаться в дьюти-фри. Из соков только свежевыжатые соки всегда подают, кофе вкусненький, все чинно, ладно, красиво. Главное, чтобы официант не забыл про ваш заказ. Такого бывало у нас пару раз. Кстати, шампанское и вино – это единственные напитки местного производства, которые здесь предлагают. Все остальное импортное. Также отмечу, что именно лобби-бар самый большой по ассортименту напитков. В остальных барах ассортимент несколько ограничен. Итого, общий балл за территорию отеля 9,8. Тоже, пожалуй, феноменально высокий балл. Да, это тот случай, опять же, когда все практически идеально. Ну, вот есть маленькие там какие-то недочеты. Например, ты почему-то все время смотрела на эту плитку. Дело в том, что, видимо, какая-то это либо плитка старая,
либо это эти не дорожки, плитка. Там либо дорожки речь идет о вот этих больших дорожках, которые залиты цементные. Прям между корпусами. Они идут по всей территории отеля. Но вот когда идешь с камерой и снимаешь, например, вот зелень, пальмы, и вот эта какая-то безобразная дорога, она портит картинку, лично для меня. Да. Еще, возможно, раньше было недостаточно зелени. Когда его только открыли, мы еще проезжали, смотрели, там эти пальмы были такие сложенные, то есть их привезли, они не были распустившиеся, самой зелени было мало. Сейчас же я такой проблемы не вижу. Сейчас зелени, мне кажется, достаточно. Там и большое количество цветов, и пальмы красивые, и какие-то кустарники, и газоны там подстригают, они все выглядят отлично. Поэтому по зелени все супер. На самом деле, когда мы оцениваем, и откуда берутся вот эти баллы, да, то есть мы оцениваем зелень, количество бассейнов, которые здесь, ну, просто огромное количество, подогрев этих бассейнов, потом что еще, детские зоны. Например, здесь нюансы есть по поводу аквапарка. Обычно мы оцениваем аквапарк, и он может, ну, либо повысить балл, либо не повысить. Здесь его нет, мы его просто не учли. И поэтому балл 9,8, хороший балл, высокий, но если бы мы поставили, например, 0 и единицу за аквапарк, потому что его здесь все-таки нет, и если вы любитель аквапарка, то таких развлечений, к сожалению, здесь не будет. Да, тогда нужно будет ехать в отель с аквапарком, но как альтернатива, это, конечно, очень крутая вот эта детская зона, которая, ну, наверное, заменяет в какой-то степени вот эту нехватку аквапарка. Еще у нас не десяточка в территории, это за сервис, да, потому что не во всех барах, вот когда ты приходишь на территорию отеля, садишься в бар, то обслуживание, оно такое вялотекущее, Мне да? кажется, что они какие-то немного ленивые, эти официанты, то есть они вот как-то не подбегают сразу. Бывает в других даже отелях и меньшего уровня, ты приходишь, и там тебя эти официанты постоянно, что будешь, везде, куда только не подойти. Здесь, ну, не факт, что к тебе даже подойдет официант. В лобби работают идеально. То есть там, наверное, под носом... Но это мы сейчас про территорию. А вот на территории можешь сидеть, и вообще они вроде бы смотрят. Ты один сидишь, никого вообще рядом нету, ты один сидишь, и к тебе все равно официант не подходит, его нужно звать. Не знаю, почему такая система у них. Не знаете, что привезти из Египта? Мы специально для вас сделали интернет-магазин с бесплатной доставкой в отель по Хургаде. Теперь вам не нужно бегать по торговцам и сбивать завышенные цены. Все самое необходимое есть у нас на сайте по самым привлекательным ценам. Пришло время оценить питание в отеле. И первым делом мы пошли на обед в главный ресторан. Чтобы вы понимали, здесь еды, столов с едой очень много. Наверное, обзор будет длительный. Здесь у нас картошечка вот такой в фольге. Куриный сливочный соус написано. Ну, это курица в соусе. Китайские овощи. Как хорошо все подписано на 2 языках. На английском и на русском. Курица по-китайски. И здесь у нас кускус. Дальше мы переходим к разделу с овощами. Вот это у нас зелень, нарезанные свежие овощи. А дальше отдел с салатами. Здесь даже есть чикен цезарь салат, настоящий цезарь салат. Различные салаты. Я даже видела, как здесь проходила в белом халате девушка, измеряла температуру салатов, чтобы все соблюдалось. Вот это местные всякие заливки, салаты. Это что-то с маринадами, овощи маринованные. Здесь у нас красиво выставлены вот эти баночки с медом, разные, смотрите, красивые коктейльчики, которые можно взять, можно заказать через официанта, но выглядит это, конечно, бомба. Что у нас сегодня на обед есть? Картофель в духовке, это малахея с рисом египетская, зеленая фасоль, шашлычок, вот прямо здесь так, прямо он коптится, видно, что поджаренный, картошка фри. Это что? Даже какие-то булочки, артишок с перцем, что-то у нас, индийские мясные шарики, говядина мансе с какими-то грибами, так, индийские овощи, и здесь кофта на гриле. Это все отдел с египетской едой, получается ассорти из долмы или махши, жареная курица, это рыба. Мусса, рыба, также филе рыбное и кефаль рыба. Вот уже сколько видов рыбы у нас имеется.
рис саяди. И вот, вы только посмотрите, целая рыба написана. Что это, интересно, за рыбеха такая? Ну, какая она страшная прям. Отдел с пиццей. Посмотрите, сколько разных видов пиццы на любой вкус. И вот как красиво украшен вот этот отдел с булочками. То есть они все такие разноцветные, разных цветов, какие-то домики. Здесь вот Деда Мороза, все украшено именно под новогоднюю тематику. Вот эти булочки, египетская вся еда. Здесь обычные лепешки. Вот такой вот освежающий сок. И главное, большое количество уже баночек подготовленных. Только подходишь и берешь себе вот такие соки с клубничкой. Вот это мед в маленьких баночках. Медик у нас имеется. Так, а здесь уже какие-то пошли салаты. Все в таких индивидуальных маленьких тарелочек, чтобы можно было подойти и себе взять несколько видов. Ну, вот такие вот типа закусочки. Дальше обычные салаты. Здесь какие-то наливные салаты непонятные. Перец, морковка, красный перец, грибы. Дальше сате из овощей. Тоже, походу, здоровое питание пошло. Картофельное пюре. Отдел со здоровым питанием. Белый рис обычный. Дальше крем-суп из говядины. Такой вот. Здесь хлебушек для него имеется двух видов, черный и белый. Овощной супчик. И здесь разнообразные перцы. Вот для здорового питания прям много чего есть, потому что вот эти вафли глютен-фри. Все по-модному. Посмотрите. Все как нужно. Но самый больной отдел здесь это сладости. Он нескончаемый. Они все такие яркие, такие разноцветные. И видно, что они разные. Здесь и бисквитики, и суфлешечки, и какие-то местные варианты. Дальше вот это все решили немножко разбить фруктами. Из фруктов у нас, видим, тут груши, гуава, киви, яблоки, сливы. Дальше даже ананасы, что бывает очень редко. Виноград двух видов, яблоки тоже нескольких видов. И мы снова возвращаемся к сладостям. Добро пожаловать. Они реально нескончаемые, но они настолько красиво, изысканно украшены. Посмотрите. Это прям произведение искусства. И вообще не видно, что сейчас здесь полресторана народа. Они уже отсюда брали. И, соответственно, должно уже быть как-то некрасиво. Здесь вот этот центральный столик у нас с местными египетскими сладостями. Вот эти кокоски, кстати, мои одни из самых любимых. У меня две любимых египетские сладости, но второй я здесь не наблюдаю. Советую вам эти кокоски пробовать. Если вы думали, что мы закончили со сладостями, то нет. Еще целая половина столов. Ой, я сразу увидела вот эти какие-то необычные. Мне интересно, что там внутри, поэтому взяла. В общем, все продолжается, оно не заканчивается. Это у нас, наверное, автоматы с мороженым или молочным коктейлем. Не знаю, надо попробовать. Нет, наверное, все-таки мороженое для детей, потому что здесь стоят ложечки. В общем, все есть. Очень много где стоят вот с напитками такие контейнеры. Вот здесь, например, яблочный сок, там где-то другие соки. То есть самостоятельно тоже можно взять, но и официанты обслуживают. Наверное, нам так сказали, сейчас проверим. Вот здесь, кстати, стоит другой сок, апельсиновый. Все свежевыжатое, прям вот видно. Вот там мякоть. Кроме этого, конечно, обратите внимание, как они подготовились. Мэри Крисмас. Все новогоднее. Интересно, что здесь в не новогоднее время, ведь это все надо заполнять чем-то или просто пустое пространство. В общем, очень красиво, очень масштабненько так. И мест, как видим, свободных, ну, прям предостаточно. Здесь внутри много столов, плюс еще терраса такая полуоткрытая. В ресторане очень такая хорошая, дорогая мебель. Стульчики мягенькие, мягкие кресла. В общем, все очень комфортно здесь. Прям как в хорошем таком дорогом кафе. Здесь ресторан разделен на две зоны. Есть внутренняя часть и внешняя часть. Внешняя часть террасы. Написано, что вот в этой внешней части можно без детей быть. И здесь такая мебель уже более простая, уличная, но все равно очень добротная. Самое классное, что здесь ты сидишь прямо с видом на море. Вот это очень даже круто. Детей я, кстати, так в отеле-то не сильно много видел.
Как-то вроде их тут немного, но, тем не менее, вот для маленьких детей есть целый отдел. Такие всякие пюрешки детские, йогурты, морковка, помидоры нарезанные. Дальше овощной супчик, макароны, фрикадельки. Вот детям, наверное, фрикадельки такие будут. То, что нужно, как в детском садике. Курица, отварная говядина, пюре из овощей, вот пюрешечка. А, это вот типа морковное какое-то пюре. И различные хлопья. И столиков большое количество, таких вот маленьких, да, но все они почему-то пустые. Пустые, почти как в детском саду. Отдел с макаронами. Здесь готовят макароны с различными добавками. Вот прямо здесь вам их приготовят с соусами. И можно добавить себе тут всякие морковку, перец, грибы. И на улице отдел с мясом. Мясная кофта. Дальше стейк из говядины. Прямо здесь его готовят. Жареная курица имеется. Вот они прямо на гриле, как шашлычки готовят. А здесь это все на витрине просто свежее. Еще выставленное. Так, и дальше это у нас еще курица. Это какой-то салатик и что-то вроде шаурмы с бутербродами. Ну и самый долгожданный наш отдел – это морепродукты. Видим, здесь есть и вот эти мидии, и крабы сразу же, и креветочки, и кальмары. Все, наверное, как должно быть в лучших традициях Риксоса. Сегодня у нас будет шикарный обед с морепродуктами. Моя тарелка ломится. Никогда еще столько яств на ней не было. Мы все-таки решили присесть здесь на террасе с видом на море. Я себе взял достаточно простую еду, если учитывать, что здесь такие всякие деликатесы, то у меня всего лишь супчик, рис, картошечка, но выглядит она очень классно. Ну и самое главное, что здесь, конечно, обслуживание, то, что принесли, опять же, свежевыжатый манго, сок, который я обожаю, чаек принесли, тут водичка стоит, ну, в общем, все отлично. Ох, чувствую я, что наша поездка, наш обзор удастся, потому что это первый раз, когда я начинаю обзор обеда с шампанским. Ни в одном отеле не приносили вообще шампанского, здесь не подают. По системе все включено, но это же у нас утро, все включено. Ну, а выбор еды он просто ужасен. Я когда уже все это взяла, а потом подошла к стойке, где готовят гриль, я поняла, что там еще больше этого гриля. То есть ты выбираешь, и тебе готовят шашлычок, какой ты хочешь. В общем, я не знаю, но я же худею. В общем, если вы худеете, то лучше сюда не ехать, потому что здесь хочется скушать все. Выбор огромный, просто оно того стоит. Но на ужин мы по-прежнему пошли в главный ресторан. Хотя вечером можно посетить один из 5 а-ля карт ресторанов, в которые нужно просто заранее записаться. 4 из 5 этих ресторанов совершенно бесплатно и 1 на платной основе. Начнем, пожалуй, ужин с того, с чего обычно ужин не начинают. Это, конечно, с этих вот очень красивых, разнообразных сладостей. Я уже в обед сегодня попробовал. И они, кстати, выглядят как будто как обычные бисквитики. Очень часто в отелях такие обычные бисквитики, но здесь они реально очень-очень вкусные. Фруктики, яблоки, ананасы, киви имеются. И опять же вот эти вкусные сладости. Просто по виду выглядит шикарно, и по вкусу они тоже шикарные. Просто бесконечное количество столов с десертами. И самое интересное, что вот здесь для детей есть такое мороженка. Мне это напоминает, как у нас в детстве в автоматах было мороженое. Наверное, очень вкусное. Не знаю, не пробовал, но выглядит круто. Но куда тут на ужин столько сладостей, я не представляю. Какие-то тортики, восточные сладости. Кстати, Риксос — это же турецкий отель. Вот они заморачиваются на именно вот этих восточных сладостях. Они, между прочим, очень похожи на египетские, но тем не менее. Отдел с морепродуктами. Кстати, такой же самый, как и был в обед. Только здесь у нас крабы, креветки и
такие вот мидии с салатиком. А это у нас опять же какие-то десерты восточные. Вот это вот очень вкусная восточная штука. Не помню, как она называется, но она вкусная. Все в новогодней обстановке. Мед вот так вот выставили в маленьких этих баночках. Красиво. Дальше у нас имеются салаты разнообразные, соусы к этим салатам. Еще стол. Здесь уже нарезанная зелень, горошек, огурцы, помидоры, капуста, морковка, перец, еще капуста, еще зелень. Это у нас китайская лапша. Дальше лосось, написано лосось какой-то жареный, шашлычок прямо в подливе. Булькает там турецкий микс из овощей. Вот уже пошла турецкая еда и индийская говядина. Кстати, что немаловажно, сок здесь свежевыжатый. Вот апельсиновый сок, сам подходишь, берешь сколько хочешь. Продолжаем. Здесь у нас два варианта супа. Говяжий бульон. Видим вот здесь и лимончики, зелень, и сухарики. Суп из морепродуктов второй. Здесь белый рис. Прям полным-полна коробочка. Пюрешка для белорусов, если такие здесь есть. И сате из овощей с моим любимым брокколи. Здесь у нас свежие овощи нарезаны. Вот я сегодня на свежих овощах остановилась. Маринованные всякие овощи. Ну, боже, как все выглядит красиво. Мы пришли уже больше часа, как начался ужин, но как будто бы он только что начался, честно говоря. Вот они прям все, видимо, тут подставляют, что вот вообще не видно, что кто-то здесь что-то брал. Это у нас закуски, кстати, есть вот с мидиями, с креветочками. Очень прям все красиво. Я не знаю, как это у них удается, что оно все так красиво выглядит через более чем час после начала ужина. Хлебный отдел произведений искусства. Какие они все красивые, эти булочки, эти хлеба. И розовые, и желтые, и коричневые. Боже, я очень люблю хлеб. Он очень красивый, наверное, очень вкусный. Здесь, кстати, лепешки разные, пиццы. Ну, все-таки мы же в турецком ресторане. Так, здесь уже что-то повнушительное. Жареная курица, обратите внимание, они прям огромные курицы здесь. Здесь тоже курица уже мелкая с овощами. Дальше мы видим здесь шпинат. Ну, конечно, то, что подписано, шикардосно. Жареный картофель дольками. Очень неплохо. Фаршированная курица, как будто бы здесь куриная зона. Также гуляш здесь видим. Жареная рыба, макароны. Там, что у нас здесь? Саядия, рис какой-то. Ну, это уже пошла египетская кухня. Рубленые рулетики тоже из курицы. Видите, сколько блюд из одной курицы, боже мой. Картошка фри, это стандартно. И вот, да, египетская зона, это разные смесь овощей, малахеек, вот это зелененькая, и цукини в соусе. Но все очень острое, такое я попробовала с этого отдела в обед, ну, такое себе. Что ж, а это зона барбекю или шашлыка, и такого мы тоже не видели. Кроме того, что уже есть приготовленная, вот здесь шаурма, овощи, вот здесь жареная курица, причем такие огроменные куски. И есть еще и холодильник с выбором. Вот вы можете прям показать, какой шашлычок вы хотите, какой кусочек вы выберете, и вам его приготовят. Вуаля, там уже что-то есть готовое, то, чтобы не ждать, вы можете взять это. Жареная курица. Я в обед подходила, открываю, такая, думаю, возьму жареную курицу. А здесь, ну, прям были огромные куски. Вот как здесь, например, огромные стейки из говядины. Прям такие большие даже не нужны, да? А здесь мясная кофта. Ну, всего очень много. Ой, не знаю. Приходится забывать о диете. Вот что мне нравится, что здесь в ресторане очень такая обстановка спокойная. Здесь никто не бежит, никто тебе там спину не толкает, что вот еда закончится или что-то подобное. Все спокойно.
чинно, ладно, вот мы пришли уже, сколько уже час идет ужин, и тем не менее, как будто бы все новенькое, как будто только-только открыли этот ресторан. И как мне показалось, по ассортименту, в принципе, сейчас на ужин примерно то же самое, что и на обед. Ну, обычно, конечно, на ужин всегда более богатые, но здесь, так как на обед было всего очень много, то и на ужин этого всего же очень много, и в итоге, мне кажется, что мы попали просто в продолжение обеда сейчас на ужине. Все очень круто, конечно. Это становится традицией, и на ужин мы тоже с бокальчиком шампанского. Есть, кстати, розовое и белое шампанское. Вот я вам уже рассказываю по наличию алкоголя. Кстати, Макс сказал, что одинаковые. Ну нет, не одинаковые. Ужин и обед, потому что обед был какой-то рыбонаправленный. Очень много было рыбы, разных вариантов. Не знаю, может быть 7-8 вариантов рыбы. Сейчас же более мясной такой. Курица и говядина. Рыбных не так много. Но я думаю, что каждый день меняется. Конечно, ну что тут говорить. Я даже не стала считать мясные блюда, как обычно делаю, потому что их тут, ну, штук 20, наверное. не меньше, я думаю. Поэтому 10. 10 за все в ресторане. Ну а на завтрак по традиции идем все в тот же главный ресторан. И как всегда уже ближе к концу завтрака. Ну а мы пришли на утро, и здесь нас встречают вот такие вот разноцветные бублики красивые. Огромное количество самых разнообразных сладких таких десертиков. Дальше здесь у нас египетская выпечка, булочки. Разноцветные хлеба. Здесь всякие домики сделаны из хлеба. Ну, в принципе, то же самое было и на ужин, и во время обеда. А вот это у нас какой-то пирог яблочный и несколько видов пиццы. Нарезанная колбаса, суп из чечевицы, овсяный супчик, овсяночка, да, чечевица. Здесь 2 вида хлеба для супа. Дальше это у нас перемешанные овощи, говядина, урма. Какие-то нарезанные кусочки говядины. Здесь что-то вроде беляшей, похоже на них. Шоколадная паста, блины, блинчики и вафли. А это у нас фалафель египетский и бобы. Обычно египтяне любят такие бобы, но я как-то совсем их не люблю. Здесь картошка фри и отдельный повар делает омлет яичный. Свежевыжатый апельсиновый сок. Дальше безглютеновые вафли. Всякие приправы. Яичница болтуни. Это яичница. Колбаса из говядины. И там картофельное пюре. Вареные яйца целиком. Кускус. Кокосовая всякая паста. Хот-дог написано, но это какая-то непонятная штука. Французский тост и белые бобы. Из салатиков у нас здесь капуста, маленькие помидоры, нарезанные огурцы, перец, морковка нарезанная, сыры нескольких видов. И здесь у нас продолжается стол с сырами. Опять же, вот эти маленькие баночки с медом. Так, это у нас отдел с колбасой. Обращаем внимание, здесь даже есть бастурма. Такое бывает очень редко. Ну, вы же знаете, что колбаса – это не египетский конек. А дальше у нас закуски из рыбы. Я так понимаю, это все холодное, с овощами рядом. И есть даже красная рыба. Обращаем внимание, рядом с лимончиком она. Дальше у нас оливки, различные соленья овощные. Переходим к следующим столам. Здесь томатный гриль. Так называется, оказывается, томаты под сыром.
Курочка, отварная курица с овощами, очень диетическое блюдо. Ну, видите, мясо даже есть на утро. Обычно в египетских отелях этого нет. Жареный картофель, колбаса куриная. Здесь у нас турецкий минимен. И дальше передвигаемся к самому главному, говяжий бекон. Горячо очень. Это то, что я всегда ищу в отеле. И это для меня признак достойного завтрака. Ну и здесь у нас вермишелечка. Кроме того, что еды много, конечно, все это еще задекорировано под Новый год. Здесь у нас овощи различные видим. Не знаю, тут что-то похоже на вареные, пареные. Помидорки есть, даже помидоры черри, спаржа, Merry Christmas. Дальше передвигаемся к овощам. В общем, какое там выражение? Жуй ананасы, рябчиков ешь. Ну, в общем, я такой себе стихоплет. В общем, ананасы здесь куча, дыня. И помело, по-моему, здесь представлено. Дальше опять переходим. Здесь у нас мед. Есть вот прям вот сотами мед. Здесь же халва представлена. И кукурузные хлопья, несколько видов. С молочком можно себе сделать. Здесь еще какие-то джемы, наверное. Так, переходим к фруктам. Еще к фруктам там было только чай. Здесь какие-то сладости. И фрукты в сиропе. Различные, видим здесь и яблочки, и финики, дальше клубника даже подается на утро в том числе, там какая-то овсяночка, наверное, залита молоком. Ну и дальше поехали, все в лучших традициях, и киви, яблоки нескольких видов, груши, бананы, сливы мы здесь видим, и дальше идет уже египетская кухня, египетские всякие сыры необычные и добавки, заправки, с которыми, как правило, хлеб кушать нужно. Хотя, возможно, это и турецкое. А вот он, мед в сотах. Выглядит, кстати, очень вкусно. И 2, 4, 6, 8 вариантов различных джемов, которые можно добавить себе к чему-то. Здесь у нас на входе прям красиво выставленные стаканчики. Детокс, я так понимаю, это детокс после вчерашнего шампанского. Кстати, на утро подают шампанское, я видела. Но мы проходим дальше. Дальше к еде. Здесь различные печеньки. Все очень красиво, так аккуратненько, несмотря на то, что это конец завтрака. Опять же, мы пришли к концу, как будто бы только начало. Видим, сколько йогуртов различных, и фруктовых, и в том числе просто активия. Зеркало. И еще йогурты. В общем, даже с правильным питанием здесь тоже нет проблем. Различных йогуртиков всяких много на выбор. И еще один сок. Сок яблочный. Кстати, вот на выбор стоит молоко, которое можно добавить себе. Причем здесь и кокосовое, как видим, и обычное молоко. Ой, в общем, я даже не разбираюсь, очень много вариантов. А еще необычно, что здесь постоянно живая музыка прямо в ресторане. Вечером играли на таком контрабасе большом, а сегодня вот прямо на скрипке. Доброе утро, мы за завтраком пришли уже к самому концу, поэтому здесь такой движ. Но что меня удивило, так это то, что на столах, вот на шведском столе все выставлено настолько чисто, настолько аккуратно, ну как будто он только начинается. Ну и, конечно же, это лучший, наверное, завтрак, который мы когда-либо видели в Египте, да, потому что красная рыба у меня на тарелочке есть. Еще одну рыбу взяла, курицу. Вот это вот бекончик я взяла. Яйцо, овощи, все как надо. Конечно же, тут красивый розовый кончик тоже не стояла. Вот заказали кофе. Жду для удавшегося завтрака. Хотя вон там соседи пьют шампанское. Я тоже призадумалась. Кофе или шампанское утром? А? Что бы вы выбрали? Но вот как мне кажется, в чем отличие здесь завтрака от других каких-то отелей, то, что здесь завтрак такой, как в обычных отелях, например, там обед или ужин.
То есть практически по ассортименту он очень богатый. Хотя, конечно, наверное, если сравнивать с ужином и обедом, который здесь непосредственно в Риксе происходит, то он здесь уже немножко попроще. Но обстановка зато очень классная. Здесь играет вот музыка как раз сейчас. В конце завтрака как раз пришло уже много-много людей. То есть все столики заняты, но при этом не чувствуется какой-то суеты. Все очень так цивильно, я бы сказал. Итак, подведем итог по питанию. Общий балл вышел 9,9. Это просто, опять же, феноменальная оценка. Почему не 10? Так, почему не 10? Опять же, мы оцениваем очень-очень много всего. И красивый ресторан, и красивая сервировка столов, всегда все убрано. Еда выставлена просто идеально. Все настолько красиво, виртуозно выполнено. То есть даже ни к чему не придраться, если вы пришли и в самом конце. Но, опять-таки, есть вопрос, наверное, небольшой с обслуживанием в этих самых ресторанах. Вроде бы и много там персонала. И иногда бывает такое, что даже пока сидишь, подойдет несколько к тебе. Но в другой раз бывает и такое, что в итоге они подходят, мы заказали у 2 официантов, и никто не принес нам. Полчаса несли, они забывают. Ну, то есть бывает в час пик такой вот сумбур немножко. Но это, опять же, по каким-то минусам, по плюсам. Еды огромное количество. Это, наверное, самый крутой отель из тех, что мы посещали в Египте, по крайней мере. По питанию, по еде, по наличию блюд. Еще учитывая, что там большое количество а-ля-карт ресторанов, в которые мы ни в один не попали, но я предполагаю, что там в этих а-ля-карт ресторанах тоже все очень круто. Рассказывали наши знакомые, что там огромный стейк тебе приносят, и если ты хочешь, тебе и второй приносят, да, вот этот красной рыбы большой стейк. И чего только пожелаешь, царские обеды, ужины и тому подобное. Поэтому, конечно, с питанием здесь вообще все круто. А сейчас я расскажу, как, отдыхая на пляже, можно забронировать экскурсию за 20 секунд. Открывайте наше приложение Travel24, выбирайте город, в котором отдыхаете, нажимайте на иконку мессенджера, Viber, WhatsApp или Telegram и пишите, на какую экскурсию хотите поехать. Вся нужная информация приходит вам в мессенджер. Можно задать любой вопрос, и мы всегда на связи. Что ж, а мы подошли к самому важному и интересному — отельный пляж, который находится позади меня. А находимся мы сейчас в кафе-баре «Панорама», который в виде корабля, наверное, вообще мне напоминает это терминал аэропорта. Мы всегда видели его с моря, когда плыли на кораблике. И сейчас мы здесь, отсюда, просто божественный вид на море с одной стороны и вечером на закат в сторону гор. В общем, рекомендую, если будете здесь. Ну а мы о пляже. Смотрим, пляж просто огроменный. Пляжная линия одна из самых больших в Хургаде. И неудивительно, ведь это один из первых отелей, который потом выкупил Риксос. Соответственно, пляж должен быть хороший, класснючий, самый лучший. Это мы проверим. Что касается расстояния до номеров, я вам наглядно покажу. Вот смотрите, самые ближайшие виллы, они прямо уже здесь на пляже стоят. Позади них следующие мини-виллы идут. И дальше вот там высокие, видите, корпуса. Это те 3- и 4-этажные. То есть от них, конечно, нужно прогуляться. Лучше, может быть, дома на машинке, если вы не любите гулять. Но от вилл прям вообще рядом. В целом, это первая линия все-таки. Если быть точной, то от самого дальнего корпуса расстояние до пляжа в пределах 400 метров. Но этот бар «Панорама» еще отличается и хорошим выбором напитков. Также здесь новогодняя обстановка на данный момент. Я бы сказала, выглядит все просто идеально. Но вот обслуживать ребята-официанты не бегут. Нужно их звать, ждать или подходить самим. Пляж от основной территории разделяет небольшой променад, который тянется вот по всей протяженности этого длинного пляжа.
По оборудованию здесь оно такое обычные пластиковые шезлонги стоят и такие же обычные зонтики. И свободных мест здесь, конечно, очень много. И то, что мне еще нравится, это вот эти вот мешки, которые лежат возле каждого шезлонга. Особо, в общем, занимать места здесь не нужно. Мы пришли, здесь свободных мест просто целая куча. И кроме того, что вот обычные шезлонги, здесь есть еще такие большие беседки. Называются они, по-моему, кабаносы. Название интересно. В общем и в целом, чтобы снять вот эту вот беседку, нужно за день отвалить 100 баксов, ни много ни мало. По-моему, это достаточно дорого. 100 баксов, и у вас такая вот супер классная беседочка. Ну, что-то желающих я тут особо не вижу. Не знаю. Посиди. Наверное, дорого очень. Лучше не садиться, а то потом счет припишут мне. Посидел на кабаносе, 100 баксов плюс к счету. С полотенцами, кстати, здесь тоже интересная система. Нет никаких карт для полотенец. Просто приходите на пляж, и сотрудник приносит вам полотенце. А если нужно, приносит еще и стойку от ветра, так как стоят они в отдельном месте и приносят их только по запросу. Также на берегу моря есть вот такие огромные качели, на которых можно даже развлечься и кататься лежа. Но мы оценим песочек на пляже. Я сейчас иду. Песок у меня оценивает в пяточки и прямо наслаждаюсь. Явно видно, что песок здесь привезли, рассыпали по всему пляжу. Но вот в начале пляжа, кстати, нет такого песка. То есть там они экономно рассыпали. А вот здесь уже ближе к входу. Прям давайте оценим, заценим. Возьмем в ручки. Такой сыпучий, хороший. Ну да, не идеальный. Здесь есть немножко, смотрите, примеси камешек мелких-мелких. Но это делает массаж для ножек. Ну, в целом песок зачетный. Также понравились на пляже качели с надписями Rixos. И есть еще подвесные кресла, такие же, как мы видели на территории. Вот что мне напомнило это, мы были в прошлый раз в Риксосе, в Дубае, и там точно такой же на берегу, на пляже деревянный джим, называется, Jungle Gym. Они полностью сделали из дерева все гантельки, все штуки для занятий, вот прям из дерева, да, настоящее дерево, 6-килограммовая гантеля, хотя по виду, мне кажется, она выглядит больше, чем на 6 килограммов, типа я такой сильный, она 25 килограммов. Можно здесь прямо заниматься. И еще, что немаловажно, песочек здесь ну просто такой, реально как на каких-то Мальдивах. Он очень белый, очень приятный, очень мягкий. Классно они все-таки эту территорию сделали. Одно удовольствие здесь находиться. Здесь прямо на пляже у нас практически магазин мороженого. Такая палаточка стоит небольшая, Moving Peak. И здесь у нас на разных видов мороженки можно подходить. И плюс это все включено, уже включено. Платить за это не нужно. По-моему, круто. Плюс еще прямо на пляже стоят такие холодильники, где ты подходишь и берешь себе кока-колу, водички, соки. Швепс там имеется. Очень удобно получается. Итак, длина береговой линии отеля аж целый километр. Да, здесь можно прям гулять, находить шагов даже по пляжу. Плюс ходить здесь одно удовольствие. Вот это прям тот идеальный пляж, какой мы себе представляем. Когда ты вдоль водички идешь без всякой специальной обуви, наслаждаешься вот этим мелким песком, а когда он мокрый, он такой своеобразный. Ну, в общем, это реально то, что надо для отдыха с детьми. Это будет идеальный пляж. И самое главное, что мне кажется, даже при полном заполнении отеля здесь настолько огромный пляж, что никогда не будешь чувствовать себя как-то тесно.
Бар на пляже здесь, конечно, замечательный в плане самого места. Обратите внимание, какие здесь удобные столики, удобные кресла, стулья с мягкими вот сидушками, подушками. Ну, прям очень напоминает тот Риксос в Эмиратах, где мы были, наверное, во всех Риксосах так. И так как это находится на пляже, а зимой ветрено в Египте, мы все знаем, кстати, они позаботились, обращая внимание, и даже вот здесь вот сделали такие укрытия, которые реально помогают зимой от ветра. И здесь сидишь, реально не дует, реально жарко. Но вот есть тут все-таки нюанс. Вот мы уже здесь сидим 10 минут, пришли снимать, но обслуживания как такового нет. То есть никто не подошел, не спросил, какие вы напитки будете. Соответственно, нужно идти либо самому, либо подзывать их по одному виду, что вы пришли. Это здесь не работает, как, например, в ресепшн. В ресепшене они там очень быстро в лобби-баре все работают, прям намного резвее, чем здесь. И еще нюансик, который мне не понравился, это то, что здесь все подают в одноразовых стаканах. Ну, возможно, это как бы пляж, на пляже, но все-таки я считаю, что это Риксос. И если ты сидишь прям в этом красивом баре, то можно подать и в хороших бокалах, стаканах. Правильно, если ты куда-то уходишь, тогда в одноразовый. Да, вы со мной согласны? Потому что вот я хочу сделать красивую фотку, видео, взять бокал, и тут мне приносят одноразовый вот этот стакан. Что я здесь сниму красивое? Здесь же на пляже есть зона с детокс-баром и место, где во время обеда готовят турецкие лепешки. Ведь Риксос — это все-таки турецкая отельная сеть, поэтому здесь много таких вот турецких фишек. Ну что, наступает момент истины. Нужно узнать, какая же у нас погода. Между прочим, сегодня, вот по сравнению с вчерашним днем, когда были облака на небе, сегодня ни одного облачка, уже солнышко светит и совсем другое настроение. И, в принципе, уточка Моня тоже так думает. Она сейчас показывает 30 градусов на улице, но она немножко разогрелась, 29. Я думаю, что сейчас немножко все-таки поменьше градусов. Тем не менее, заход в воду с пляжа очень хороший, песчаный. Сюда заходим и прям ноги получают большое удовольствие. Плюс еще ко всему, по всему периметру пляжа он огорожен сеткой для того, чтобы сюда большие рыбы не заплывали, для того, чтобы акула тут не приплыла, не укусила вас за одно место. Поэтому они огородили все сеткой, но, к сожалению, кораллового рифа, соответственно, нету. Это либо его нужно плыть, наверное, плыть куда-то за сетку, хотя я тоже не уверен, что он там есть. Поэтому приходится здесь плавать просто как в бассейне своего рода. Да? Плюс еще есть надувные такие небольшие развлекалки, которые подойдут, наверное, больше для детей. Но и взрослые, я думаю, могут тоже там поплавать. Так, когда заходишь в воду, немножко чувствуешь, конечно, такой перепад температуры. Немножко прохладно. Уточка Моня сейчас намерила 24 градуса тепла. Ну, в общем-то, надо понимать, что зимой море меньше 22, она вообще никогда не опускается, температура. Сейчас 24, погода хорошая, просто что выходить некомфортно, потому что ветер. Ты выходишь, и вот этот перепад, здесь 24, на улице вроде бы теплее, но из-за ветра все равно прохладно. Хорошо! Еще раз! О, бодрячок-то какой! Зимой. Как в прорубь нырнул. Мам сказал показывать, что мне не холодно. Как я счастлива, рада! Как я счастлива, рада! У меня получилось. Я дальше заходить не могу. Все, стой. Все, поплыли.
Итого общий балл за пляж получился у нас 9,5. Но надо сказать, что пляж как раз-таки здесь тоже супер отличный. Почему тогда низкая оценка? Ну и еще, как такой небольшой минус, это то, что для любителей, конечно, коралловых рифов здесь их просто нет. Здесь есть сетка, которая вас будет защищать там от акул, но рифа мы, по крайней мере, не увидели. Возможно, где-то все дальше плыть. Короче, мы не пробовали, не пытались даже заплывать за буйки. То, что где есть буйки, там просто как в бассейне плаваешь. Но зато, конечно, вот эта вот пляжная зона, сам огроменный этот пляж, целый километр. Вот там шикарный заход в воду, шикарный песок, шикарное, ну, оборудование, оно классное, но, наверное, если бы шезлонги были еще круче, было бы лучше. Но в целом мне кажется, что это как раз тот пляж, который никого не оставит равнодушным. Вот идеальный этот песок, это бесконечная береговая линия, а так как сейчас было, например, загружено всего лишь 60%, он был вообще свободный. Хотя в целом, вот если присматриваться, казалось, шезлонги близко друг от друга, да, но так как было не очень много отдыхающих, то все было, наоборот, очень комфортно, очень уединенно. Эта фишка, что не надо таскать с собой карты от полотенца, это вообще, ну, прям отлично. Приносят тебе полотенце и на бассейне принесут, если надо, и принесут на пляже полотенце. Ограничений никаких нет, тебя не спрашивают, только одно полотенце в день. Да, можешь по всей территории ходить и по всему пляжу тебя везде будут твои полотенечки расстилать. Ну и, конечно, вот этот вот бар в виде корабля. Мы когда плавали, да, ты постоянно говорила, что он похож на авиапортовую вот эту вот вышку с аэропорта. Ну, действительно, выглядит круто, тем более корабль такой высокий, и вид открывается с него просто вот восхитительно. Прикольный вид и на корабль, и с корабля тоже получается. Попить там кофейку, шампанского. В общем, чувствуешь себя хорошо в этом отеле. Не знаете, как выбрать отель? Друзья, мы заморочились и сделали единый рейтинг отелей, которые посещали. Теперь вам не нужно искать видео по всему Ютубу. Просто переходите на наш сайт Travel24 и выбирайте отель по нашим оценкам. Можно выбрать отели с лучшими пляжами, лучшие по питанию или лучшие для отдыха с детьми. А главное, сервис абсолютно бесплатен. Пользуйтесь на здоровье. И, наконец, анимация в отеле. Что касается дневной анимации, она делится на детскую и взрослую. Для детей, кроме развлечений в детском клубе, есть еще игры на территории отеля. Это и футбол с мячом, также различные конкурсы и квесты. У них здесь целая программа, причем каждый день разная. У взрослых также программа практически целый день без остановки. Все проходит в разных местах. Есть игры в бочу, дартс, волейбол, футбол. Проходит йога, аэробика, зарядка, уроки танцев, а также акваэробика прямо в центральном бассейне на специальном оборудовании. Ближе к вечеру программа еще более насыщенная. Практически на закате всегда проходила где-то вечеринка. Либо диджей играл в пляжном баре, либо у бара «Панорама». Это всегда было красиво, сопровождалось интересными угощениями и напитками. Параллельно в лобби-баре тоже проходила какая-нибудь программа. Это либо мини-концерт с живой музыкой, или даже настоящий оркестр у них есть свой. А в связи с рождественскими новогодними праздниками на отельной площади проходила рождественская ярмарка, где угощали глинтвейном, яблочным сидром, горячим шоколадом, но самым фееричным был коктейль на основе Белли с поджиганием. Во время ярмарки также была танцевальная программа с Дедом Морозом и Снегурочками, а еще живая музыка, и после пары коктейлей кто-то даже не удержался и пустился в пляс. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney. Что ж, дорогие наши подписчики, многие из вас стали нам уже друзьями, с многими познакомились. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Да, жизнь такая штука, она нам постоянно подкидывает какие-то испытания, но самое главное,
оставаться всегда человеком. Помните это. Ну и, конечно же, желаю вам побольше путешествий, новых стран. Мы, например, в этом году посетили аж 13 стран, включая наш родной Египет, где проводим больше всего времени. Ну а с вами, я надеюсь, я вам желаю, чтобы мы с вами встретились в 2023 году в Египте. Ура! С наступающим! We're chasing snowflakes as they're falling down. Но какая тут все-таки удобная мебель. Вот эти диванчики, они такие прям комфортные. Вот хочется прям сидеть на них и сидеть. И, между прочим, вся вечерняя анимация в зимний период, она проходит вот в ресепшене, вот в этом холле. Здесь есть таких два холла, в одном стоят диванчики, почему-то людей здесь нету, хотя здесь так комфортно, так уютно. Не знаю, в картишке погулять, прям отличное место. Потом здесь имеется бар, и вот там проходит, в том холле проходит вся анимационная программа. И интересно то, что отсюда из бара постоянно бегают официанты и приносят туда напитки, шампанское и тому подобное. Обстановка здесь очень комфортная. Вечерняя программа тоже каждый день разная. Она проходила в холле, начиналась всегда с какого-то музыкального инструмента. Либо скрипки, либо саксофона. Дальше была детская дискотека, но это стандартно, как во всех отелях. А после этого какая-то живая музыка. В отеле работает несколько групп. Есть джазовые исполнители, которые приехали сюда прямо из Америки. А вторая группа, которая нас очень порадовала, это группа из Минска, из Беларуси. А один участник даже оказался из нашего родного города Любань. Ура! А еще на сцене проходило фееричное танцевальное шоу, причем ежедневно в разных ярких костюмах. Ну а молодежным компаниям тоже не придется скучать, так как в 11 вечера начинается ночная дискотека. Все это сопровождается работающим баром на все включено с вкусными коктейлями и напитками. Что касается итога по развлечениям, то, конечно, здесь тоже проблем нет, все на высшем уровне. Все время, вот в течение всего дня где-то что-то проходит. Мы пытались следить за программой, пытались везде все посмотреть, но иногда ты просто уже не можешь, потому что везде невозможно успеть. Конечно, работают здесь только профессиональные команды, только профессиональные артисты, даже можно сказать. Поэтому я даже себя словила на мысли, что когда смотрела шоу, я, не отрывая глаз, с открытым ртом, говорю, смотрю, настолько классно вот танцуют ребята. Но мы как поняли, это именно фишка Риксоса, что они набирают свои команды, очень классные команды артистов, и эти артисты, они полностью живут в отеле, и они только в этом отеле выступают. Потому что в других отелях, как правило, артисты привозные. То есть сегодня они в одном отеле потанцевали, попели, завтра в другом, послезавтра в третьем. Ну, так дешевле, конечно. Ну, так выходит дешевле, да, для отеля. Но здесь они полностью берут свою команду, заключают там контракт, грубо говоря, там на полгода, и все, эти полгода эти артисты выступают только в этом отеле и больше нигде. Ну и, конечно, уровень артистов здесь очень высокий. Ну, нашей белорусской группе мы были особенно рады. Ну и перед тем, как мы назовем общий балл отеля, хочется поздравить вас с наступающим годом еще раз! Если вы досмотрели до этого момента, то вы молодцы, настоящие наши подписчики. Да, тот, кто досмотрел, я тому желаю, чтобы в новом году вы отдыхали, ну вот в отелях такого же уровня, как Риксос, не меньше. В этом отеле я уверен, что вам все понравится. И вот вы, кто досмотрели, кто поставил лайк, кто подписан, вам весь следующий год вы будете отдыхать именно в таких отелях. Все, вот прям вангую вам. Отпишите, кстати, я досмотрела до этого момента. Мы вас поймем. Итак, барабанная дробь, потому что мы называем общий балл по отелю. Получилось 9,69. Обалденно высокий балл. И я даже сомневаюсь, что мы в Египте найдем отель, который наберет больше. Да, были даже комментарии, что, возможно, из Риксосов, что из сети Риксос это лучший отель, который именно здесь, в Хургаде, находится.
поделиться. Если вы любитель Риксосов и бывали в других, то напишите, так ли это. Так как мы были только в 2, получается, отелях, и это на самом деле пока лучше. Возможно, в Турции, потому что это турецкая сеть, может быть, там круче, не знаю, так что пишите об этом. Единственный, конечно, нюанс – это стоимость отеля. Это самое печальное. Маленький Самое минусик. печальное во всей этой истории, Совсем. потому что, как я говорю, это же не проблема. Когда ты платишь много, соответственно, там все должно быть на уровне, должно быть хорошо, поэтому это неудивительно, да, скажете вы. Но я рекомендую, если вы хотите посетить этот отель, то делать это хотя бы не в сезон, это будет дешевле. Сейчас мы даже были перед Новым годом, но ценник еще не новогодний, а как раз-таки зимний, довольно низкий. Также посмотрите из вашей страны, из вашего города вылеты на даты, какие будут выгодны. Но это я прогнозирую, как я думаю. После 15 января будет уже спад, и весь февраль это считается достаточно низкий сезон. И в это время можно отдохнуть по самым выгодным ценам. А цены на все популярные экскурсии из Египта, Эмиратов, Турции и Шри-Ланки смотрите на нашем сайте Travel24 онлайн. Кстати, гораздо удобнее бронировать в приложении Travel24. Ищите его в Play Market и App Store. Ну а нам не забудьте поставить пальчик вверх и поделиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда видеть новое видео. А оно уже совсем скоро, не пропусти. Пока-пока.